Ну, не хочется, как говорится, показывать, с какой скоростью они могут бежать оттуда, если кто-то случайно чихнет на азербайджанской территории, но просто уже руки чешутся. Диктатор Азербайджана Ильхам Алиев снова сделал ряд жестких заявлений и угроз в адрес Армении, фактически объявляя ей войну. Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января. Отметив, что Армения фактически является источником угрозы для региона, глава государства подчеркнул, что независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Поскольку этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию. Напомнив, что Азербайджан соседствует с фашистским государством и опасность фашизма не исчезла, президент сказал: «Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет». Также он заявил об отсутствии прогресса в переговорах по заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Алиев считает, что если Еревану не нужен такой договор, то и азербайджанская сторона в нем тоже не заинтересована. Кроме того, Алиев заявил, что Армения точно не сможет соперничать с Азербайджаном в гонке вооружений. Также президент Азербайджана не забыл упомянуть о так называемом Зангезурском коридоре. Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе. Армения не должна нам мешать. Они не должны выступать в качестве географического барьера между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше. Азербайджан не может позволить себе использовать различные обходные маршруты для сообщения с Нахидживаном. Армянская сторона должна учитывать эти обстоятельства, и ей не следует нас раздражать. Они должны понять, что здесь хозяева мы, подытожил Алиев. А также Алиев угрожает обстрелять евронаблюдателей на армяно-азербайджанской границе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что руки чешутся показать, с какой скоростью от чиха на территории Азербайджана будут бежать любители биноклевой дипломатии на армяно-азербайджанской границе. Азербайджан не собирается просто наблюдать со стороны за вооружением Армении, подчеркнул Алиев. Он призвал Францию и другие страны, поставляющие ей оружие, аннулировать соответствующие контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие, потребовал Алиев. Хорошо, обязательно вернем. Прямо сейчас. Удивительно, как Алиев боится высказать претензии к Индии. Видимо, понимает, что от Нарендра Моди не поможет даже Турция и Пакистан. Вы тоже этот момент заметили? Он добавил, что незаконные визиты ряда французских политиков в Карабах, включая мэра Парижа, губернатора региона и других кандидатов на высшие должности, служили целью укрепления их позиций перед армянскими общинами во Франции. Победа Азербайджана в 44-дневной войне была воспринята во Франции как собственное поражение. Алиев сообщил азербайджанским СМИ, что после окончания 44-дневной войны в Карабахе президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз звонил ему и пытался оказать давление, чтобы он признал независимость Арцаха. Он также коснулся американо-азербайджанских отношений. Если обе стороны будут заинтересованы, мы сможем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень. Подчеркнув, что Трамп в своих заявлениях направил очень четкие открытые месседжи, президент добавил: «Азербайджанская общественность разделяет подавляющее большинство из них. Поэтому надежды большие». Вот почему я сказал, что надежды есть, они большие. В том числе будет возможность приблизиться к стратегическому уровню американо-азербайджанских связей. Мазутный мини-султан заявил, что все условия Азербайджана относительно мирного договора будут приняты. Алиев сказал, что если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания можем жить и проводить свою политику. Что армянская сторона должна хорошо взвесить все, в том числе и геополитические изменения в мире. И добавил, их близкие друзья с позором сходят с политической арены. Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна, господин Трюдо, был вынужден уйти в отставку. Это та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции.
Что касается Франции, то, что сейчас там происходит на политической арене, это видят все. Наверное, на Алиева остро подействовали вчерашние заявления Макрона, и вот уже сегодня он наговорил на несколько статей. Его слова, разрозненные и наполненные откровенным мракобесием, не могут остаться без внимания международного сообщества. В принципе, для тех, кто хоть немного понимает международную политику, должно быть очевидно, что международного консенсуса на нападение на Армению у Азербайджана нет, поэтому террорист довольствуется террористическими изречениями. Твое время придет, и ты предстанешь перед международным судом. Не переживай. Я совершенно не удивлен последними заявлениями Алиева, он остался верен своему прежнему стилю. Как я уже говорил, у него был шанс пойти по пути шейха Заеда и построить страну, ориентированную на развитие и процветание, но если бы он был способен на такой выбор, это произошло бы еще до оккупации Арцаха. У многих была надежда, что он оставит нас в покое, но чудес не бывает. На самом деле проблема никогда не была в Арцахе. Главной целью Алиева и его клана всегда оставались удержание власти и продление своего правления. Это типичная диктатура, для существования которой необходим внешний враг. Подобные режимы действуют по законам криминального мира, где естественная смерть – это редкость. Он не способен действовать иначе и будет идти до конца, разрушая Азербайджан и все вокруг. Он, вероятно, полагает, что нападение на Армению окажется таким же простым, как во время 2020 года при нападении на Арцах. Но это будет его роковая ошибка. Это станет началом его краха. Первым шагом станет освобождение Нахидживана, затем Арцаха. Эти события неизбежно вызовут хаос и распад Азербайджана на исконные территории народов, таких как Талышстан, Лезгистан, Аварстан. А что останется кавказским татарам? Предсказать сложно. Десятилетиями Гейдар и Ильхам Алиевы оправдывали правление своей династии освобождением Карабаха от оккупантов армян. Теперь, когда Карабах освобожден, династии нужна новая идеология, и этой идеологией является нарратив «там фашисты». Нет никаких гарантий, что Азербайджан не будет вести войны против Армении в ближайшие годы. Режим постоянных войн продлевает жизнь династии Алиевых. Во всем этом беспорядке, который называлось интервью Алиева, отчетливо было видно, какие надежды он связывает с Трампом и на что делает ставку. О Трампе он говорил с подчеркнутым уважением. И не исключено, что последние острые выпады против России могут быть частью серии сигналов. Хотя лично я считаю, что весь этот цирк Алиев не мог бы сделать без поддержки Путина. Кроме этого, деструктивный азербайджанский режим может навлечь на себя гнев западных стран и не получить поддержку США. Сами судите. Трамп сейчас занят Гренландией, Панамским каналом и Канадой. Ему нужна твердая общественная поддержка. Очевидно, что это довольно рискованная кампания, как и другие кампании Трампа. Оно потребует серьезной поддержки, причем не только среди избирателей США, но и мировой общественности. И такой общественностью могут стать, например, угнетенные христиане, которые везде пользуются добрым именем. В то же время деструктивный азербайджанский режим является изгоем. В конце скажу, что слова Алиева – это фашизм чистой воды. Гитлер такими же словами предварял расчленение Чехословакии и нападение на Польшу. Пашинян не должен оставлять без внимания эту прямую военную угрозу в адрес Армении. Вот только не надо петь старых песен об эпохе мира. С террористами не строят мира и не ведут переговоры. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.